Всем здравствуйте! Сегодня нашей основной задачей является рассмотрение макроаспекта логика. И логично будет заметить, что мы можем продолжать нашу занимательную работу благодаря вашей поддержке. С чего начнем, Александр? С наиболее общего определения. К макроаспекту логика мы будем относить информационные поля, указывающие на динамическое изменение структур или предлагающие осмысление структур, схем. Теперь можно запускать работу. В течение некоторого времени наша шестеренка готова. В экстравертированной логике всегда предлагается процесс последовательного преобразования, описанный нами как технология. Интровертированная логика воспринимается нами как осмысление какой-то структуры или базы данных. Экстравертированная логика как функция – это функция структурирования среды. Людей, которые хорошо умеют структурировать среду, еще называют деловыми. Деловыми колбасами. Но не только. Структурирование среды функционально выражается в создании технологий, последовательности действий, создании рецептов. Технологии нужны для того, чтобы преуспеть во многих делах, даже бытовых. Например, приклеить обои, сшить навес, испечь торт и даже обучение – это особая отдельная технология. В чистой емкости тщательно разводится клей в пропорциях, указанных на упаковке. На заранее отмеренные и разложенные на бумаге листы обоев наносится толстым слоем клей по всей поверхности листа. Обои клеятся после обработки стены. Зашпаклевать трещины и лунки, зачистить зашпаклеванные участки и так далее. Это всегда динамический процесс, имеющий определенную последовательность. А теперь пример технологии завязывания морского узла на примере анекдота. Как завязать морской узел? Первое. Сворачиваем аккуратненько наушники. Второе. Кладем их в карман. Третье. Достаем. Морской узел готов. И еще рецепт для мужчин по приготовлению вкусного борща. Берем 50-60 килограмм женщины, ставим ее у плиты, и через час вкусный борщ готов. У вас и пример, Александр. Давайте еще для примера рассмотрим классический рецепт приготовления блинов на молоке. Способ приготовления. Первое. Сначала взбейте 5 яиц с солью и сахаром. Второе. После этого добавьте молоко и масло. Третье. Затем постепенно всыпьте муку, непрерывно перемешивая, чтобы не образовывалось комочков, не дай бог. Наблюдаем, чтобы тесто не получилось слишком густым. Если оно получилось слишком густым, то добавьте пару столовых ложек воды. Выпекайте блины, распределяя тесто тонким слоем. Чтобы процесс шел быстрее, можно взять 2 сковороды. Ингредиенты. Молоко 800 мг, мука 400 грамм, растительное масло 1 столовая ложка, плюс масло для жарки. Соль 1 чайная ложка и сахар 1 чайная ложка. Значит, здесь способ приготовления представляет собой пример выраженной экстравертированной логики. А раздел «Ингредиенты»
представляет собой пропорции, структуру продукта, которую нужно относить к интровертированной логике. А давайте теперь рассмотрим подробнее интровертированную логику как функцию. Она представляет собой конечный продукт, конечный результат моделирования реальных процессов и выражается в виде чертежей, схем, причинно-следственных связях, пропорциях и прочей математики. Получается, что математика – это чисто интровертированное мышление. Да. А физика? Физика нет, потому что она пытается описывать процессы в реальном мире. То есть стремится уравнять модель с реальным объектом. Например, теоретически можно предположить, что плотность вакуума равна нулю. То есть это математическая модель, теория идеальная. Да, а практически еще никто такого никогда не видел. То есть это физика вакуума, результаты исследований, так сказать, материальные. У математиков вообще специфическое мышление. По этому поводу даже есть анекдоты. Например, такой. Математика спросили, а есть ли крылья у слона? Он подумал и говорит, есть, но они равны нулю. В этом анекдоте указана игра пропорций. Или, например, такой анекдот. Девушка говорит своему другу математику, сегодня ночью мы будем делать то, что нельзя. Он говорит, на 0 делить что ли? Здесь этический смысл действия подается как нарушение математической аксиоматики. Александр, а есть еще какие-то анекдоты про математиков? Знаете ли вы, что кошка, которая гуляет сама по себе, это кошка Мёбиуса? В анекдоте указан логический перенос, указывающий на схему пространства. Вот. А теперь давайте рассмотрим план дачного участка как пример интровертированной логики. План будущего дачного участка представляет собой пример интровертированного мышления. На плане понятно, где находится вход, где границы участка, где нужно строить домик, где нужно строить сарай, где планируется быть посаженными деревья и виноградные кусты, где будет площадка детская находиться, и даже высота забора может быть обозначена. А чтобы реализовать этот план, нужна экстравертированная логика, то есть технология. Таким образом, мы идеальное преобразуем в реальное. Можно составить план по уже имеющемуся участку, и тогда получается наоборот, перевод из реального в идеальное. Люди с сильной интровертированной логикой часто говорят о взаимосвязях, пропорциях, соотношениях.
всех встречающихся в природе живых организмов и неживых объектов спланирована по определенной математической формуле. Золотые пропорции очень хорошо известны всем людям искусства, ибо это главное правило эстетики. По этому закону великого божественного творения созданы галактики, сотворены растения и микроорганизмы, тело человека, кристаллы, живые существа, молекулы ДНК и законы физики, тогда как ученые и люди искусства лишь изучают этот закон и стараются подражать, воплощать этот закон в своих творениях. А люди с сильной функцией экстравертированной логики часто говорят, что зачем следует, описывают процесс в его развитии динамически. Привет, друзья! Сегодня я с вами поделюсь своим опытом того, как можно восстановить вот такую вот кран-буксу, сделав это один раз и навсегда. Ну, конечно же, в этом мире ничего вечного нету, но в любом случае я вот эти вот кран-буксы менял максимум раз в полгода. Где-то 3-6 месяцев они у меня отхаживали, и я их постоянно менял. Это незначительное количество тех кран-букс, что у меня есть. У меня их на самом деле намного больше, я их никогда не выкидывал, знал, что пригодятся. И вот один способ я на себе лично обкатал. Уже больше года у меня стоят кран-буксы, и даже намека нет на потеки. То есть, что происходит? Кран-букса начинает пропускать воду, и вы закрываете благополучно кран, но водичка все равно подкапывает. Это значит, кран-букса у вас выходит из строя. Александр, а вот почему аспект экстравертированной логики принято считать динамическим? Когда мы будем рассматривать модель А, мы увидим, что функция так называемой деловой, экстравертированной логики, в ментальном кольце всегда соседствует с интровертированной интуицией, которая, как мы говорили ранее, оперирует временными соотношениями. Тогда получается, что половина людей динамики в соционе, а вторая половина статики. Конечно, об этом мы поговорим еще в дальнейших темах. На этом мы будем уже прощаться. Хотим сказать, что в следующем ролике мы хотим рассмотреть макроаспект этика. А сейчас для вас народная логическая примета. Не переживай, если ты один, переживай, если ты ноль. Спасибо за внимание. До новых встреч!